Да, но читала отзывы, что в испанском исполнении она несколько специфична. Эту бумагу и, как Нестор Летописец, пиши, пожалуйста. Да. Весь час она с ним ходила. Да, у них не было шансов не выучить испанский, потому что просто такой терапии были очень рады. Типичное основное блюдо ланчбокса — это та-да! Переезд в Испанию — это сложный процесс, особенно если с ребенком. А если с двумя, то это вдвойне сложнее. Посмотрим, на самом деле ли это. И сегодня в рубрике «Наши в Испании» у меня гостья Любовь. Она переехала с мужем и с 2 детьми в Малагу. И она расскажет об особенностях выбора школы, района Малаги, в общем, о трудностях переезда. Ну что, поехали! Люба, расскажи о себе, сколько ты живешь в Испании, почему вы выбрали именно эту страну для переезда, знала ли испанский заранее? Мы живем в Испании не очень долго, около года. До этого мы некоторое время прожили в Черногории. Но вообще исходно мы жили в Москве. Ну, точнее сказать, мы жили в 2 километрах от Москвы, в Наукограде. Город называется Дзержинский. Но все основные события, учеба, работа, рождение детей, все это было, конечно, в Москве. Испанию вообще не выбирали специально, нет. Мы с мужем работали в международных компаниях, он программист, я работала в фарм-бизнесе. И, конечно, в какой-то момент мы поняли, что было бы здорово получить какой-то международный опыт. И наш фокус был на противоположном стороне Евразии, в Скандинавии. То есть мы хотели в скандинавские страны, да. Мы учили датский даже 2 года, но испанский не учили вообще. Оригинально. Да. Вот. Ну, так получилось, что между Россией и Испанией у нас получилась балканская, черногорская прослойка. Поэтому, в принципе, уже там мы вдохнули Средиземноморье и поняли, что не ошиблись с выбором Малаги. То есть вам южный климат подошел? Ты знаешь, пока сложно сказать, но то, что он по душе, вот это точно. Мужу предложили работу в Малаге, он работает с крупной IT-компанией, вот. И мы, кстати, не знали про Малагу, я вообще даже не знала, что это за город. В Испании до этого была 1 раз всего лишь. Нашли твой канал. Он у нас был основной источник получения информации. И помню 3 впечатления моего мужа. Первый, он сказал: слушай, что я не смотрю про эту Малагу, они там все такие счастливые, здоровые, говорит, веселые, позитивные. Говорит, в чем секрет? Да, это правда. Второй, он сказал: там такой центральный рынок, я должен там пройтись, я должен попробовать по оливке спелый томат. Вот, я даже сегодня, вот видишь, цвет спелых томатов себя, так сказать, преобразила. Флаг Испании, абсолютно, да. Томаты и солнце. Верно. Да. И третье, очень понравилось видео, как-то запомнилось, про бакероны, как их жарят вот на этих лодках. Он говорит, там такое вкусное. Прям, говорит, хочу в Черенгитос, море. И ты знаешь, на удивление, рыбу у меня никто в семье особенно не любил, особенно дети. Но теперь бакероны — это реально наша любимая еда. То есть вы уже практически малагийцы. Конечно, у нас есть сумка, тележка, солнечные очки, крем SPF 50, абсолютно все, что для жизни здесь нужно. Вот так мы решили, что поедем, и вот мы здесь. Отлично, да. Отлично. И расскажи, я думаю, всех интересует в первую очередь, как переезжать с детьми. То есть как выбирать школу? Да, это же не просто. Такую небольшую преамбулу вставлю, что когда мы с тобой вот обсуждали возможность нашего такого разговора на тему дошкольного образования, у меня научно-медицинское прошлое, я вспомнила вообще все свои волнения, и страхи, и тревоги перед переездом. В интернете много информации, она противоречивая, местами хаотичная. У меня была каша в голове. Вот целью нашего сегодняшнего разговора я поставила для тех мам и родителей, которые планируют переезд в Испанию, максимально вот ясно и по полочкам объяснить и разложить вот всю информацию, которая у меня есть по образованию. Это отлично. Да. Я для этого просила несколько подруг, причем они из разных стран бывшего СССР, да, то есть это Латвия, Белоруссия, Россия, Беларусь, Россия. И задала им вот те же самые вопросы, получила такой некий более объективный срез, как мне кажется. Кроме того, у меня есть опыт частного детского сада в России за спиной, куда я водила вот своих деток, и у меня сестра дошкольный педагог. Поэтому все особенности мы обсудили еще изнутри, то есть сравнили. Я думаю, нужно немножко рассказать о том, что система в Испании, вообще школьного образования, она отличается. Очень для нас 3 года считается детский сад, да. Испания вообще это школа.
Верно, Это верно. инфантиль, то есть с 3 до 6 Да. лет. Фактически есть две ступени дошкольного образования. Это гвардерия, это то, куда ходят дети до 3 лет, но это не просто называется присмотр и уход, это не как ясли. Там прям учеба, то есть их сажают в эти стульчики для кормления, дают карандаш, бумагу и, как Нестор Летописец, пиши, пожалуйста. Да. Вот. Вторая ступень — это инфантиль, но для простоты понимания аналог в России — это детский сад все-таки, хотя здесь это называется школа. Инфантиль делится на 3 уровня. Младшая группа 3 года, куда ходит мой младший ребенок, это 3-4 года. Средняя группа 4-5 и старшая группа 5-6 лет. С 6 лет все дети в Испании, хочешь не хочешь. Обязаны идти в школу. Верно. Это уже называется примария. Примария, да. Как выбирается школа? Ну, для удобства есть специальный сайт провинции Андалусия, где ты вводишь свой индекс, и Ты живешь, да? Да, строго привязан к прописке. Выходит список дошкольных учреждений, куда ты имеешь право претендовать на зачисление своего ребенка. А дальше начинается самое интересное. Начинается, как ты приходишь в магазин, обилие товаров, и что же выбрать, да? Как раз оливки в Испании. Примерно так же, вроде это хорошее, это что же взять, да. По опросу моему, значит, 3 фактора выделились. Первое — это близость к дому. Никто не хочет утром больше 15 минут тащить свое чадо в садик. Ну и обратно тоже. Второе — это рекомендации. То есть, конечно, мы все ищем каких-то живых людей, живые примеры, которые скажут, вот это хорошо, вот здесь же дети того-то. И третье — это, конечно, информационный поиск собственный. То есть можно погуглить, зайти на сайт. Испанские школы, кстати, на сайте очень много выкладывают информации. Как правило, там можно понять философию дошкольного учреждения. Она очень разная. Кто-то фокусируется на экологии, кто-то фокусируется на, допустим, на вере, на религии. Где-то написано, мы учим по финской проектной системе. Как интересно. Да. Один раз зашла, там прям написано. Вот прям заходишь на сайт, стартовая страница и первая. Мы за равноправие. Я думаю, очень хорошо, интересно. Финская система, насколько я слышала, в Европе, то, что считается, что это не самый лучший. Да, но читала отзывы, что в испанском исполнении она несколько специфична. Да. Вот. Один сайт прям хорошо мне запомнился. Захожу, там, значит, все вроде так: творчество, коммуникации, социализация. Думаю, ой, все мне так нравится. Думаю, посмотрю программу. Написано сентябрь. Мы испанцы. Думаю, мы испанцы? Думаю, ну, вроде как нет. Дальше, мы андалусийцы, октябрь. Думаю, блин, и не андалусийцы. Дальше третье, мы цыгане. Думаю, ну, это у меня дети белобрысы, все блондин с голубым глазом. Нет, думаю, ну, кажется, надо искать другой сад. Вот. Мне, кстати, удивило, что в Испании сейчас просто бум на билинговые сады, бесплатные, государственные. Ну, в частности, вот наша школа, куда мы ходим, она билингва. Более того, у нас английский язык преподает носитель. У них какая-то программа обмена, то есть американские 2 педагога. Это, мне кажется, очень здорово. Это бесплатно. Да, супер. Вот. И как называется твой сад? Наша школа называется, ну, я, может быть, с произношением как-то неверно, да, Centro Educativo и Primaria Tierna Galvan. То есть, да. Я читала, что они же все называют сады, школы, там есть кого-то. Обязательно. Тут в нашем районе Театилис очень много всяких художников. Да, Бенит Бельграно. Да, там еще чуть выше есть тоже еще один художник Ревей, причем он малагийский, не просто. Да. И он именно малагийский. Бельграно не изучала. И вот этот человек вашего Он купец вроде. Он очень разносторонний, он был и политиком, он был мэром Мадрида. Какая новость. Наталья, спасибо. Этого я не знала. Я только прочитала про то, что у него какие-то торговые были вот связи, дела. Очень интересно. Вот, да. И третий, да, что сказала, что, значит, по рекомендациям, по информации с сайта, но финально наш сад или нашу школу, будем как угодно, да, не знаю, Эль-Коле, тут наша Эль-Коле, выбрали, потому что нам дали 2 места. Мне было принципиально, чтобы дети ходили в одном месте. Люб, смотри, вот вы выбрали сад, я так понимаю, по местоположению. Верно. Вам лучше. А почему вы выбрали вообще район Театинос в Малаге? Очень прекрасный вопрос, потому что исходно первый месяц мы жили в районе, я не знаю, как правильно он называется, Литораль, Карретера де Кадис, да, то, что там находится офис супруга. Когда искали квартиры, смотрели, конечно, разные районы, но нам все просто буквально от местных жителей, каких-то соседей,
И особенно, конечно, агенты по недвижимости прямо очень активно рекомендовали Театинус. Или, как они тут говорят, Театино. Вот. Театинус мне сначала показался очень удаленным районом, так как любой человек, переезжающий на Средиземноморье, на море, ну, конечно. Но мы как раз жили на первой линии. Честно говоря, за тот месяц на море мы ходили, я думала, будем каждый день, но нет, это оказался бесконечный самообман. И мы решили, да, собственно, здесь еще интересная система, что не ты выбираешь фактически жилье, а тебя выбирают. Да. Из-за этого... Особенно сейчас, когда жилья меньше, чем желают. Абсолютно точно. И в какой-то момент мы уже поняли, что срок возможный для переезда у нас уже начинает поджимать. Мы все ходим, смотрим, а нас все не выбирают. И вот как-то сложилось, приехали сюда, тут госпиталь, значит, вот клиника. Ну, Антон, супруг мой, да, Антон говорит, так, ну хорошо, вот Урхенсиас рядом всегда, если что, удобно, рядом метро, то есть логистически удобно. И самое интересное, вообще, что мне понравилось, здесь витает студенческий дух. Вот я не знаю, Студенческий район, да, конечно. на каком уровне вот это ощущается, но вот активно, как все время какое-то движение, разная речь, да, то есть реально международная такая атмосфера. Ну и потом... Но все равно, я бы сказала, даже больше именно все-таки это испанский район. Тут нету такого ни мороса, как марокканцы. Да, да. Очень много приезжих. Хотя сейчас он стал немножко более рациональным. А раньше было только испанцы и студенты. И все. Да, потом удобно, что здесь много вот магазинов. Ну, то есть это вот кажется, что когда переезжаешь, тут главное, что вот море через дорогу. Но когда начинаешь жить жизнь обычную, понимаешь, что каждый день надо сходить хлеб купить. Удобство, что нужно до станции метро дойти. Вот это вот все по совокупности. Транспорт, я считаю, вообще шикарно. Да. В общем, сейчас мы очень довольны этим районом. Действительно, в центре, когда приезжаешь, там вот именно такая туристическая какая-то обстановка, много людей, а здесь вот приезжаешь вот прям спокойно, хорошо и очень аутентично. То есть, с одной стороны, современно, с другой стороны, действительно, как ты говоришь, много испанцев. Ну, в общем, да, нам нравится. Театинус очень нравится. Замечательно. Расскажи, а сколько заняло времени вот вообще подачи документов в школу? Какие документы вообще нужны, чтобы это все? Вот тоже у меня был такой страх. Я слышала, что набор людей, ну, детей в школы идет весной. Мы приехали, соответственно, летом. И думала, как же вот мы впихнемся-то в группу в какую-нибудь. Но по моему опыту, по опыту вот подруг, которых я опрашивала, кто-то приехал осенью, кто-то приехал зимой, то есть реально разное время у всех. Но, однако, срок зачисления у всех оказался одинаковый. Это 2-3 недели. То есть, да, выбираешь, есть набор документов. Это прежде всего какие-то документы, подтверждающие твое резидентство. Достаточно иногда даже вот этого идентификационного номера родителей, который не, да, мы называем. Да. Даже у ребенка может еще не быть. Но должен быть загранпаспорт у него, конечно. Прописка, потому что, как я сказала, место предоставляется исходя из... Прописка тут везде. Да. Подрон, правильно так называется? Да, подрон и патронмент. Да. Причем сама прописка, когда ты подаешь, она делается длительно, по-моему, то ли 45 суток, ну, в общем, долго. Но когда уже есть бумага о том, что у тебя приняли документы, с этой бумагой можно идти и подаваться. Дальше есть анкета, в которой ты указываешь, кроме контактных данных обоих родителей, место работы, указываешь еще и список желаемых садов. Их, по-моему, было то ли 4, то ли 5, но один должен быть как бы приоритетный. То есть ты отмечаешь, да, его прям первым пишешь, и если там есть место, его тебя туда. Дальше по убыванию. Дальше след 2, перейди к шагу 3, да, к пункту 4 и так далее. Ну, вообще, это не повезло. Нет, они обязаны предоставить вроде бы место. Поэтому у нас проблем не было. Вот я подала документы, через 2 или через 3 недели мы уже переступили порог. Я считаю, шикарно. А понять, куда? Да, определить направление, это верно. Хорошо. Испанские сады, они, конечно же, все, я так понимаю, идет на испанском языке, да? Ну, у вас еще, наверное, И вообще, как идет адаптация твоих детей? Им сколько лет? Младшему ребенку у меня 3 года, а старшему 5,5. Ну, адаптация, во-первых, скажу, что когда мы пришли, конечно, в школу, я запросила встречу с каким-то контактным лицом, ну, конкретно мне прислали на встречу учительницу английского языка, и мы на английском с ней обсуждали все детали. Мне очень понравилось, что для детей моих предложили специальную программу адаптации, она была персонализированная, да. Для маленького предложили 2-недельную адаптацию, когда он начинал ходить первый день полчаса, причем с конца. То есть не к 9 надо было привести, а к 1:30. Вот.
Потом на следующий день к час 15, типа, и с шагом 15 минут, затем на второй неделе шаг полчаса, мы дошли до полного дня. Это вот первое. Для старшего они сказали, обычно мы вот 4-5-летних уже сразу берем с утра, но они сказали, ну, если вы хотите, давайте вот, если им вместе проще, водите их вместе. Я первую неделю так их водила вместе, но старший быстро там пришел, так сказать, в форму, и сказал, все, я хочу вот с утра, то есть сам попросил. Огромную роль в адаптации играют учителя. Вот реально первую неделю они ходили с моими детьми вот все вот эти часы за ручку. То есть я, конечно, как любая нормальная мама, прогулка, я там заборчик, нашла дырочку, думаю, сейчас посмотрю, смотрю. Действительно, как у нас говорят, сеньо, да, учительница взяла моего малыша за руку, и весь час она с ним ходила. У старшего я спросила, он сказал, она все время со мной сидит, помогает мне ручку держать, помогает мне ланчбокс открыть. То есть это абсолютная опека и такое отношение душевное, то есть неформальное. И они вот все слушали, все на испанском. Да. И особую роль я хочу уделить детям, имею в виду испанским детям. Они просто необыкновенные, очень открытые, дружелюбные, как все испанцы, контактные. В первый же день мой старший ребенок пришел и сказал, мама, ко мне подошел мальчик, сказал, меня зовут Лео, я хочу быть твоим другом. Как он-то понял, я не знаю, они реально дружили. И дальше шаг за шагом у них наращивался круг друзей. Был такой забавный случай, на первой неделе муж отводил детей в сад, говорит, слушай, я пришел. Значит, подошли две девочки, говорят, ола, Серхио, привет, типа, Сережа себя представился как Серхио, он так захотел. Взяли, говорит, его за руки и повели. Я говорю, а кто хоть? Он говорит, одна сказала, меня зовут Патси. Я говорю, она из нашего класса хоть? Я не знаю, сказал мне муж. Вот, то есть детям адаптация далась достаточно легко. В конце адаптации у меня была повторно вот эта тутарея, то есть встреча с обеими учительницами. Все сказали, очень хорошо, вливается прекрасно, ни о чем не беспокойтесь. В общем, считаю прекрасно. Скажи, а в вашем классе есть вообще другие национальности, кроме испанцев? Да, есть. У нас... это не из нашего класса, я из разных брала коллеги, чтобы было это пообъективнее, да. Но у нас, конечно, есть дети. У нас есть, я скажу общо, какие-то мусульманские дети, то есть это я вижу по одежде мамы, которая забирает. У нас, конечно, много детей из Латинской Америки. Немного, но они есть, вот так скажем. Кто-то есть от смешанных браков. Например, мама испанка, папа англичанин. Вот такие вот. То есть, подавляющее большинство, конечно, испанцы. Это вам даже повезло для нации. Никого русскоязычных в группах моих детей нет. И это, у них не было шансов не выучить испанский, потому что просто иначе не с кем общаться. Интересно, что учительница музыки у нас русскоговорящая, но говорит она на испанском с ними. И Сережа, старший сын, говорит, она иногда мне только замечания на русском делает. Видимо, чтобы он понял. Сейчас они уже свободно говорят на испанском? Ой, ты знаешь, лучше всего ругаются на испанском языке. Лучше всего. Да, это они просто в момент схватили. Нет, ладно, если серьезно, если вот под знанием языка подразумевать свободное выражение своих мыслей, то вот на таком уровне, конечно, испанский они пока не знают. Но, во-первых, они обрастают какими-то простыми фразами, которые им требуются в школьном быту, в общении с друзьями. То есть хватают они очень быстро. И это не только мои дети. Я вот как раз у мам, которых спрашивала, однозначно все говорят, что никто до этого не учил испанский, но проблем с коммуникацией не испытывают. Но интересно, что они сразу учат испанский в правильном произношении. То есть, например, они же относители, да, перенимают. Да. Например, я говорю, Сережа, ты мне что-то хотел про Оливию рассказать? Он говорит, не Оливия, а Оливия. Вот. Или там какая-то обезьяна у них в Амазонии. Я говорю, как она называется? Тити, мама, ты. То есть я-то произношу, на русский манер. Да. И вот. Поэтому с языком, хочу что сказать, что все очень сильно зависит от ребенка. То есть есть дети, которые быстро вступают в контакт, которые много что могут сами перенять, да. Есть дети закрытые, для которых вот более стеснительные. Моим детям как-то повезло в смысле того, что они не закрытые. Да. Второе, они видят, как мы с мужем учим испанский, как я ругаюсь, когда делаю домашние задания, как я на встрече вот с мамами одноклассников, такая, знаешь, как робот, загружаюсь, там, процессор загружается, из себя вытуживаю, que
Tengas un buen fin de semana. То есть они видят мои какие-то сложности, как мы их с мужем преодолеваем, и они понимают, что это нормально, что язык учить сложно. И вообще не понимают, что испанский нужен. Да, То есть не нужно только на русском потому что говорить. хочется коммуницировать, хочется общаться. Я, кстати, на одной из вот туторий спрашивала у учительницы, нужен ли нам педагог. Мы Дополнительный готовы, репетитор, да, да, мы по готовы испанскому. были, конечно, особенно вот старшему. Она сказала, что нет, у них хорошо идет динамика вот набора языка, но сказала, я вам прописываю 2 вещи. Первое, каждый вечер ходить на испанские, ну, на детские площадки, играть с испанскими детьми. И второе, это испанские мультики. Вот. Мы, дети, конечно, такой терапии были очень рады. На площадке каждый вечер мультики, класс. Хотела еще рассказать, что на этапе подготовки детей вот к первому походу в детский сад в коллегию мне дали 4 бумаги. Вот как раз учительница английского. Это прекрасные 4 бумаги, очень полезные оказались мне. Вот. Значит, первое, ну, ты потом, наверное, можешь подробнее снять, могу так показать. Называется письмо родителям, и называется оно так: «В мире есть другие». В этом письме очень просто и ясно объясняется функция детского сада. Зачем же ребенку надо его посещать? Что это прекрасный первый этап социализации, что родитель ни в коем случае не должен испытывать чувство вины, если даже ребенок обливается слезами и босиком бежит к тебе за ворот, вот, что это нормально, что они адаптируются, и ты делаешь добро для них. Второе, что мне дали, это бумага с названием «Родители тоже учителя». В этой бумаге написаны 4 поля развития ребенка. Это языковые знания, когнитивные, психомоторные и социальные. Вот. Социальные навыки. В этих пунктиках написано, что ты конкретно как родитель можешь сделать для того, чтобы улучшить языковые знания своего ребенка, психомоторные. То есть прямо вот такая элементарная инструкция. Еще одна бумага – это как ребенку помочь быстрее, грамотно, хорошо говорить. То есть, допустим, здесь написано, если ваш ребенок говорит: «Мама, посмотри, вот это дерево», например, говорит неправильно, ты ему говоришь: «Да, сынок, это дерево». То есть не говорить, что неправильно, ты говоришь плохо, вот надо вот так вот правильно. То есть такой очень элегантный, деликатный способ научить ребенка грамотной, хорошей речи. Кстати, многие испанцы, даже взрослые, когда поправляют, говорят именно так. Да, И ну даже вот, мужчины так поправляют. вот, видимо, они внимательно прочитали эту памятку. И, конечно, моя любимая с картинками, так как я на тот момент вообще испанский знала плохо, в общем, мне это прям было понятно. Здоровская такая вот компиляция из правил поведения. Ну, потом, если поподробнее, я расскажу, какие есть организационные моменты. Но здесь, например, написано, что, пожалуйста, не приводи меня в чистой, ну, не то что в чистой, в какой-то очень такой одежде, маркой, и будь готова к тому, что отдашь меня таким, а заберешь вот таким. Ну, также просьба о том, что нужно одевать по погоде, подписывать одежду, родитель должен заботиться о правильном образе жизни ребенка, чтобы он был накормлен, выспавшийся, здоров, вот не болел, как вот этот вот ребеночек. Что не нужно расстраиваться, если ребенок плачет, это нормально. Особое такое место, мне это очень нравится, что нужно уважать время учителя, то есть нельзя учителя перенимать его внимание очень сильно, занимать много его времени, да, он устал, и если ты хочешь с ним обсудить какие-то вопросы по своему ребенку, назначь туторию, и у вас будет отдельное время, удобное для тебя и учителя, для общения. И, конечно, мое самое любимое – не подглядывать за забор. Это правило я нарушила в 3-й же день, конечно же. Вот. То есть, чтобы ребенок, если он тебя увидит, он будет плакать, будут плакать другие. Вот, это лучше не делать. Вот, еще дали такую бумажку с примерами ланча. Вот сейчас сразу покажу. Принесла сегодня школьный рюкзачок своего ребеночка старшего. Хочу сказать, что вообще изготовление ланчей для любой мамы, не имеющей опыта до этого, это вообще целый квест и задача. Можно бизнес сделать, например, продать там 20 идей для ланча, вот что-нибудь такое, потому что это очень сложно каждый день придумать что-то такое оригинальное. Что обычно в рюкзаке у моего сына? Обычно есть бутылочка воды, это обязательно. И на ланч я ему обычно даю вот такой вот ланчбоксик. Прочитала... Да, хорошую такую идею, что можно каждый день что-то наклеивать. Я ему каждый день наклеиваю какие-нибудь подарочки, пока он читает. Не очень уверена, знаю, что уже кто умеет читать и шлет какие-то послания. Открыла, там мама что-то доброе написала.
Ну, в ланчбоксе несколько секций, так как, мне кажется, важно, чтобы ребенок получал сбалансированное, хорошее питание, вообще они там съедают все, потому что, конечно, коллективно все садятся, естественно, можно положить то, что у тебя плохо ест в жизни. Вот ягодки, мандарины, вот стараюсь тоже вот яблочки, например. И, конечно, типичное основное блюдо ланчбокса — это та-да! Хлеб с хамоном. Причем приучаешь их быть испанцами. интеграль, конечно, естественно. Причем у меня старший сын ест только вот хамон мясной, а младший только сыры. Ну, вот так вот разделилось. Вот и какой-то напиточек, там, молочко или сок. А интересно, что они иногда меняются. То есть я кладу здоровую пищу, мне сын приходит и говорит: ты знаешь, я сегодня вот с Хуан Луисом поменялся. Я ему отдал всю клубнику, а он мне печеньки отдал Орео. Думаю, прекрасно. Вот, то есть, в общем, вот сбор ланчбокса. Лю подготовила очень много интересной и полезной информации, и в следующем выпуске вы увидите, сколько они тратят на испанскую школу, чем отличается организационный и учебный процесс. Она покажет и сравнит испанские и русские учебники. А также вы узнаете о плюсах и минусах Испании и школ, конечно же. До встречи в следующем выпуске. Адиос, пока!